За что мне эта вилка не нравится, в ее вот в этом пыльнике постоянно скапливается грязь. Хотя разбирается все достаточно просто и совсем не сложно, как мне казалось до этого. Сначала раскручиваем болты снизу, чтобы можно было снять штаны. Мне кажется, что именно через эти болты и попадает вода и все там закисляет. Видал, даже в инете какие-то прокладки там ставят перед этими болтами, чтобы туда не попадала влага. А то как только въедешь в какую-то калюжу, ну сразу же туда в середину все попадает. Ого, Да. смотри, какая она, как ржавая труба, ё. У меня была ржавая именно правая часть вилки. Может, велосипед и утопленник, я хз. Так как он бэушный, покупал его в Германии. Но с другой стороны, если он утопленник, почему тогда только одна вилка вся ржавая? Непонятно. В общем, как пишут в интернетах, самое главное не покорёбить эту башенку, так как они одноразовые и потом их хер где достанешь. Они идут индивидуальные для каждой модели вилки. Если ты их похеришь, то тогда уже только вытачивать на станке, я в интернете видел, так делают. Потому что так ты их реально хер найдешь. В общем, с ними реально будь аккуратен. Ну, как мы их разбирали, я думаю, их поломать-то в принципе и сложно, если аккуратненько все у тебя нормально получится. В интернетах там пишут, там прям вообще надо там поломать их легко. Вилка у меня постоянно скрипит на кочках, как мне сказали, она просто сухая. Но как я понял, даже это не страшно, это просто создает тебе аудиопомехи, да и все. Ага. А ты? Там меньше, вот это больше скрипит. В середине в штанах желательно все помыть, прочистить. Мы брали какую-то палку, намотали на нее тряп и ерзать туда-сюда до супер чистоты. Да, вставляем и провертаем. Обязательно провернуть? Да, там же замочек. Угу. Видишь, вот фишечка, а вон там. Штаны в середине нужно смазать любой нежидкой смазкой. У нас это был какой-то импортный литол такого зеленого цвета. И после этого до кучи нужно все собрать. В принципе, все в обратном порядке, так как и собирали. Все как бы на защелках, это в принципе сделать несложно, думаю, даже каждый может сам спокойно починить свою вилку. Что плохо, слезло вот это зеркальное напыление. Но как я понял, это не так страшно, потому что само трение создается в другом месте, там где пыльник, там оно не особо. Ну, там с краю задернуто, чтобы... Главное, чтобы сверху не было, да? Да, оно вверху в основном трение, понимаешь, то, что там снизу то такое. Потом нам нужно разобрать верхушку, чтобы долезть до пружин. Вот так как мы делали, так делать не надо. Она там пластиковая и очень легко сломать. Откручиваешь пластиковый регулировочный эту херню, нужно надавить на вел и высовывается пружинка. И все, теперь ее нужно смазать. Но предварительно, конечно, ее стоит помыть и тоже смазать. Там есть такая резиновая штучка, которая ограничивает пружину, как-то она называется заумно. Он плавненько Мгм. делает тебе отскок. То есть она резиновая какая-то? Да, то есть ее берут, если хочешь увеличить типа ход вилки, ее обрезают там по 2 сантиметра, по сантиметру. Мгм. И вот оно скрипит, оно вот этот песок. Мы смазывали тем же модным немецким литолом, но мне кажется, лучше смазывать его, все-таки взять какую-то щеточку или кисточку, смачивать его в этом литоле, и тогда промажется абсолютно каждая частичка. Мне кажется, так даже будет круче. Таким же макаром ерзаем и эту дырочку, наматываем тряпень, туда-сюда и чистота. Ёршиком было бы удобно, правда? Если был. Все, закручиваем те пластиковые регуляторы. Кстати, их сильно не нужно совсем закручивать, потому что один геморрой их раскрутить. Там совсем никакого усилия нету, и не бойтесь, что они открутятся, их можно даже от руки закручивать. Держите ваши вилки в чистоте, и будет у вас все чики-поки. Ну а теперь пока-пока.